Про Октоберфест слышали все. В Мюнхене, под Мюнхеном проходит. В Штутгарте что-то типа такого. Второе по величине. Не такое раскрученное, хотя по, ну, как вы видите, по атмосфере то же самое. Мы сегодня активно поработали, плодотворно. Имеем право на отдых. Чем сейчас и займемся. Набухаемся? Безалкогольных. Безалкогольных? Девки в таких платьишках хороших ходят. Вот типа таких. Поехали! Видишь? Вау! А мертвую петлю сделать, наверное, да? Смотри, полный оборот. Смотри, смотри, зависла вверху. А, сейчас на полный оборот пойдет. О, слышно, как орут. Хорошо. Что так долго ждать? А вот это вот эти шатры большие, где народ бухает. А у каждой своей пивоварни свой шатер. Че, зайдем? Нет. Думаешь? Конечно. We'll be right back.
этой аллее вот стоят эти шатры, если так их можно назвать. В каждом шатре сколько там, Игорь? Тысяч по 5. Да, 4-5, наверное. 4-5 тысяч точно влезет. То есть вот их раз, два, три, 4, 5. То есть тут одновременно 1020 минимум человек, да? Да больше, наверное. Даже больше. Плюс ходят еще. Причем это мы только по одной аллее идем. То есть тут одновременно в этом парке находится население больше, чем в моем городе. Полностью. Шикарно. Много. А тут, похоже, в несколько рядов эти шатры идут. Вон, в следующий ряд. Да, вглубь туда идут. Да. Умеют немцы отдыхать. Молодец. Молодцы.
У Игоря забавная ассоциация возникла, пока мы сидели внутри. Игорь, какая ассоциация у тебя возникла? Я смотрел на всех этих людей и пытался представить хоть кого-нибудь из них вот в фашистских касках, как они поют эти гимны. И единственный, кого я смог представить в эсэсовской каске, поющим эти гимны и кидающим зиги, это был Эд. У него единственное лицо было злое в этот момент. А злое, потому что не пью. Вот. Все, на колесике поедем, нет? Ну, можно проходиться, посмотреть на город сверху. Нет? Темно, что там смотреть-то? Только выставку эту, в смысле ярмарку и увидим. XXL, это если то, о чем я думаю, то нам туда. То есть Октоберфест сворачивает с тебя с пути джентльмена, нет, я вообще верного не о том, мужа. не о том, вот это нет. А в чем тогда? Пойдем посмотрим. Ага. Я думаю, сначала посмотрим, потом попробуем. Тут народ после пива катается на таких скоростях с такими перепадами. Хорошо так крутит. Какой пьяный русский пройдет мимо аппарата, который позволит показать выдур? У меня локоть болит. Тебя же в прошлый раз ребята учили, там кнопку какую-то. Так, бей с правой. С правой, да. С левой. С правой. То же самое. Стабильность признак мастерства. Окей, go. Nicht gut. Aber was kommt man mal von der? The division one is good. What? It's not good? Сейчас тебя турки уделают. Да ладно. Да? Уделал? То же самое, 550. Отда! С разбегу! Окей, that's my turn. Moment. Ей с левой. Левой думаешь? Попробуй. Если правая больная. Хороший разбег. Курят все. А? Курят, говорю, не надо. Бывало на аппаратах быть. Да. Народ ведется Кассу сразу. делаешь. Делаю кассу. Кстати, тоже заметил, в прошлый раз у аппарата боксерского тоже турки были. И в этот раз турки набежали. Немцы не спортивные ребята, похоже, не заводные. Может, потому их турки и теснят.
А мы русские не такие, не-не, нас голыми руками не взять. А вот мы в музее. Вот смотрите, обратите внимание, ковшичек такой. И это в Германии, которая победила нацизм, и никакому придурку в голову не приходит привлечь музей за пропаганду нацизма, как это в России происходит. Вообще музей интересный очень. От самого начала, потом через бронзовый век, вот сейчас мы в разделе римский. Римской империи. И фактически Римская империя уже дает нам все современные инструменты. То есть ничего практически не изменилось с тех пор. Посуда, инструменты. За 2000 лет ничего нового не изобрели. Империя возвращается. Вот 260-270 до Рождества Христова. Да, упадок. Римляне кончились, кончилась технология. И опять, как и в Египте, пошел упадок в технологии, в производстве, в использованных материалах. И началось христианство. Он порит кого-то. И смотри, кстати, изображения стали намного примитивнее. Не-не, они, видишь, плоские, пропорций нету никаких. И скульптуры потеряли, да, то есть пропорции. Да, то есть они отсутствуют, знание анатомии, все, то есть деградация началась. И вот спустя 1500 лет после Римской империи технологии достигли опять такого же уровня, как и у римлян. Стали, учились заново пропорции соблюдать в скульптурах, картинах, в обработке материалов. Получили такие же результаты. Коллекция разной стеклянной посуды. Большая. Так, просто мельком покажу. Коллекция часов. У нас, к сожалению, уже время поджимает. Мы ее не сможем осмотреть. И само подземелье, смотри, как шикарное. И вот тут еще под полом такие раскопочки.